Старая подача. Что я делаю раньше, что не делаю сейчас? Я еще развиться куда не успел, у меня уже игра, что раньше было лучше. Странно это все. Ой, здорово, это третий выпуск ваших рисулек из комментариев. Я немного отдохнул, готов снова рисовать ваши запросы день и ночь, лишь бы вы хоть немного заходили на мой канал и писали комментарии, ну хотя бы чаще, чем обычно. Ну хотя бы просто заходили. За время рисования в этой программе я прокачал свой скилл, готов делать шедевры. Ну, почти. А также еще новость. Сачарт вышел в ранний доступ, чем я поздравляю, и стал платный в Steam, что еще заплакиваю. Киньте, плиз, на Киви 5 рублей. Ну, еще нашел пару багов в игре. Это, гладит палитры, причем я посмотрел, гладят они все, и тем самым мешали мне рисовать, а точнее падали со стола. PS, когда палитра переворачивается, падает на пол, сильно лагает. Вторым багом будет дергающийся мяч на голограмме. Если что, он еще здесь со вчера так делает. И третьим багом был полет на ящике. Самый крутой баг, как я считаю. Ну реально, вы только зацените, как я могу. Оп, и все. Но еще после запросов я зафакапил все свои рисунки, и теперь они стали похожи на шакал в 10 стадии. Мне остается выбросить все эти картины или хранить их, напоминая себе, что я испортил целую эпоху первых артов в игре. Кому интересно, как я это сделал, то просто прикиньте, что в игре есть две настройки качества рисунков. Один на холстах, другой на стенах. И перед рисованием на стене я решил чуть ухудшить качество рисунков на холстах, чтобы было меньше лагов, ведь я и так снимаю в маленьком окошке с наихудшими настройками графиками в 15 FPS. И прикол в том, что вернуть настройку качества рисунка на холстах после ухудшения оказалось невозможным. Но давайте приступим к видео. Ну, начнем с того, что у меня немножко не вышло. Это вообще полный провал. Это запрос. Нарисуй, как астероид врезается в Глизе 581D и частично ее разносит. Что? Вы тоже ничего не поняли? Я тоже изначально, пока не залез в Google. Глизе 581D это какая-то экзопланета, которая шароёпится неподалеку от нас. Ну, в общем-то, у меня не вышло. Получилась какая-то очередная фигня. Зато заметьте, я это рисовал не на стекле, на фоне космоса. Посмотрим, что у нас дальше. А дальше у нас запрос нарисовать ожившую тефтель, которая пытается захватить Землю. А вот этот запрос нарисовал на стекле на фоне космоса. Тут я простенько изобразил комок мяса с орудием из лазера, стреляющий в планету. На этой картине я больше мучился с палитрой, которая все время у меня ускользала из-под ног и падала. Ну, не суть важня, идем дальше. Григорий Лепс, полет над Тихим океаном. Странный запрос, но ладно, для нас это не проблема, особенно зная, что будет дальше. Просто человек с очками, летящий над водой, хотя просто человек странно сказано. Следующий запрос надо было нарисовать Глеба Голубина. Я думал, это будет интересный челик, пока не загуглил. Это снова тот фараон из прошлого видео, но на этот раз по другой форме. Я искренне не хотел его рисовать, поэтому приветствуйте, Глеб Голубкин. А чё, красиво вышел? А сейчас у нас рубрика «Вневидосная фигня», где я делаю, что хочу со своей мастерской. На этот раз я хочу попробовать украсить комнату, ничего особо не делая. Недавно я узнал, что баллончики с краской я могу взрывать и делать красивую фигню в комнате. Ну, давайте посмотрим, что выйдет. Как-то это долго, нет? Ну ладно, я подожду. Думаете, не обосрался? Нет, я просто записываю звук поверх видео. Больше похоже, что тут была ГБТ-война, но не факт. Ну, вышло прикольно, при том, что я даже особо ничего не делал. Приступаем к запросам дальше. Нарисуй себя, как ты работаешь над созданием нового ролика за компьютером от третьего лица. Ну что же, думаю, рисовать человека не буду. Обычный код за компьютером, рабочий стол я рисовал своего рабочего стола. Так, я закончил, куда бы это повесить? Во, но чего-то не хватает. Так, это сюда, и это, и последнее. Все, теперь более-менее схоже с тем, как я делаю видео. Идем дальше. Кстати, в прошлом видео я упоминал, что хочу разукрасить как-нибудь свою мастерскую в игре и попросил у вас предложить идеи, как изменить эту дверцу между комнатами. И в самый последний момент, когда я уже дописывал сценарий, некий зритель с ником PetroCO предложил на дверце нарисовать попкэт. И еще пару запросов. Я, естественно, обрадовался и кинулся рисовать дверцу. И именно на этом моменте я сделал фейл, который будет мне ставить палки в колеса всю игру. Но ничего, дверцу я сделал и вышло нормально, я бы сказал, но не факт. Также 3 запроса от Петра, и я нарисую в следующем видео, если на этом не наберется достаточно запросов. Но Владимир не повторял свой запрос, чем не накрутил комментарий под видео. Если что, это все, естественно, было сарказмом. В общем, нарисуй антимотомото. С этим запросом я немного затупил и не знал, что особо сделать, поэтому сделал ремейк предыдущего арта про Вову. Как по мне, вышло слишком бизарненько.
Ну и последние два запроса я совместил в одну большую картину, над которой я уже реально помучился. Они думали, что смог мне этим делать? Что я смогу это нарисовать? Вы сильно ошибаетесь. Но мне все равно был шок, когда я это сделал. Давайте вкратце опишу сие дичь. Честно, динозавры с огромной башней, живущей внутри гайкой, кто знает, тот знает, спасает братишки наджрущего даже корейки. Смесью с хищником, на фоне зрителей, которые говорят, что они геи. Кто смотрел Хеса, тот знает, что происходит, а кто не смотрел и не понял ни слова, снова мотайте на 20 секунд назад. Ну, вроде все описал. И следующее видео выйдет через год, не удивляйтесь. Я просто немного ленив и ищу какой бы еще контент снять помимо сачарта. Кстати, идеи принимаю, что еще бы мне снять. А также принимаю идеи для следующих артов, и давайте на этот раз вы будете выбирать поверхность, на которой я буду рисовать. Холст большой или маленький, стена или какие-нибудь другие предметы из мастерской. Я могу даже рисовать на палитре. А также будете выбирать материал, обычные краски или баллончики, хотя отличия, думаю, не сильные. И еще предлагайте, как сделать другую сторону этой дверцы. Капец, вся рубрика держится на вас. Ну и все, думаю, я все сказал. Надеюсь, ролик выйдет хотя бы больше 5 минут. Жду комментарии.